Мир уже вступил в 6-й день. Однако человечество пока еще продолжает топать незнамо куда с полностью отмороженными мозгами. Но где-то далеко-далеко в России уже вспыхнул луч белого света. Жажда правды, великая сила стремления христианского сердца к солнцу истины преодолела все многовековые наслоения лжи, выпуталась из бесконечного лабиринта матрицы нового мирового порядка. Великая сила Хелиофант дотянулась до неба, вышла за предел творения, просочилась в 8-й белый день. Еще спит очарованный и околдованный мир, но уже пробежала яркая искра между десницей Бога и тянущейся к нему рукой отрока. Еще вчера не было, но сегодня уже есть. Есть отрасль, новый, молодой народ, спускающийся с высокой горы Господней. Он еще не знает своей силы, но чувствует, как тело молодого льва наливается мускулами. В нем пробуждается азарт и инстинкт охотника. Он тихо пробирается сквозь заросли вассана, вбирает в себя утренний воздух и уже уловил запах добычи. Лев готовится к своей первой охоте. Над горизонтом истории поднималось солнце 6-го дня. Итак, после колонны зомбей в пространство ангара въезжает тележка. Выкатывается она на желто-белой энергетике 7-8 дня. Происходящее на платформе отображает процесс внутреннего духовного пробуждения. Построение колонны и все движения артистов имеют конкретные смысловые значения. Данная сцена отображает процесс восстановления херувимской песни. По сути, перед нами разворачивается образ нашего соборного проекта. В процессе распутывания лабиринтов матрицы мы восстановили херувимскую структуру Новозаветного собора. Поэтому в нашей среде начала действовать евхаристическая энергетика, возводящая на небо. Вот эта башня, изображенная на иконе Второе пришествие, как раз и показывает, как через херувимскую энергетику народ возводится в область Богородицы, в новозаветное мистическое пространство. Как видите, никакого волшебства и административного ресурса. Социализация заложена в самой природе человека. Нужно только иметь знания о принципах действия троического света, который собирает всех разобщенных в дружный собор. При правильном духовном построении общины возникает столб восходящего евхаристического света. Получается башенка, которая и возводит нас в новозаветное пространство, в энергетику православного собора, носительницей которой и является Пресвятая Богородица. Впереди колонны стоит пара девушек. Они символизируют мистические врата, через которые пробуждается троический свет. Вообще здесь должны быть мужчина и женщина, как Богородица и Иоанн Креститель. Тогда посередине возникает структура целостного свято-троического мироздания, то есть Христос. Здесь энергетика Бога-человека представлена в виде пятнашки, колонны из 5 рядов шеренгой по 3. Это троический свет, создающий 5 уровней бытия мира. Однако колонну возглавляют все-таки 2 женщины, а не мужчина и женщина. Женщина является носительницей энергии деления. У нее 2 X-хромосомы. Поэтому женщины все время делятся и делятся, то есть рождают человеков. Мужчина, кроме X-хромосомы, обладает еще и Y-хромосомой. Тем самым он может не только запускать процесс деления через женщину, но и поворачивать энергии бытия в обратном порядке, так, чтобы мир собирался в целое. Поэтому священниками
предстоятелями перед Богом могут быть только мужчины. Священник – это космос, это царь мира, это Мельхиседек, тот, кто всю вселенную заворачивает в тряпочку и этот мешочек относит к Богу. Колонну возглавляют две женщины, потому что перед нами подвох. Не будем забывать, что перед нами презентация проекта Антихриста, проекта царства второго зверя и второй матрицы. Поэтому вся театральная постановка – это большой подвох. От самого начала и до самого конца. Это все Санта-Барбара. Большая мыльная опера, высосанная из пальца. Здесь вся энергетика отзеркалена целиком и полностью. Поэтому нам нужно учитывать этот момент и тоже отзеркаливать ситуацию обратно, еще раз. И тогда мы получим уже более-менее нормальную эсхатологию, соответствующую Библии. Кстати, мессианское царство, показанное в спектакле, также является не настоящим. Здесь энергетика земной церкви также синтезируется через двух женщин в черном, через систему распада. Это энергетика черной бездны. Масоны планируют разыграть ту же партию, что была ими блестяще сыграна в 20 веке. Когда они получат доступ к энергетике бездны, они синтезируют ужасный мир Антихриста. С одной стороны. А с другой создадут прекрасный мир мессианского царства. Со всеми чудесами и пирогами. Правда, все это будет не настоящим. Все это будет синтезировано из искусственной материи. Это будет симулякр бытия. Сейчас в системе царства первого зверя Антихрист пока может синтезировать только виртуальные миры, создающиеся в ментальном пространстве, в наших головах. В системе библейской символики данную область символизирует вода, поэтому первый зверь выходит из моря. Второй зверь выйдет из земли, так как Антихрист получит технологию синтезирования искусственных миров из материи, из энергии бездны. Поэтому он сможет создать вселенское супершоу с искусственным и ужасным царством Антихриста и распрекрасным мессианским царством во главе с искусственным Христом. Добрый и злой полицейский, короче. А еще будет реальное мессианское царство с настоящим Христом. И в мире начнется тогда полный кавардак. Человечество будет шарахаться от одного мира к другому в поисках настоящего Христа. Появится много локализированных пространств с виртуальными Христами. А в последнем времени, когда появится локализированная вселенная, настоящий Христос говорит так. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Пустыня и комнаты – это образы локализированного пространства с внешнего ракурса и с внутреннего. В основе царства Антихриста будет лежать энергетика искусственного зла и искусственного добра, между которыми и будет разыгрываться театрально-эсхатологическое шоу самого великого комбинатора. Будет использована та же модель, что хорошо зарекомендовала себя в 20 веке, когда все человечество разделили на Запад и Восток и столкнули лбами. Тот же принцип, что показан в фильме «Алиса в стране чудес». Когда главный герой попадает в зазеркалье, она в первую очередь встречает образ поединка игрушечных добра и зла, единорожки и дракончика.
Таким образом, второе зазеркалье полностью наследует все базовые принципы первой версии. Только на этот раз все будет значительно круче, все будет как бы по-настоящему. Святые отцы говорят, что Антихрист даже огонь сможет сводить с неба. Свести огонь с неба — это значит вызвать в наш видимый мир энергетику бездны. Вот что это такое. Вернемся к нашим железнодорожным пляскам. Перед нами образ просыпающейся духовно-исторической силы. Она будет создавать всю движуху 6-7 дня. Поэтому на стены ангара проецируется видеоряд с работающими колесами паровоза. Здесь семантика образа аналогична велосипедисту с обложки. Внутренний обод оранжевый, внешний желтый. Велосипедист создает движуху 6-7 дня. В ребусе с переставленными буквами также идет речь о мистических вратах. Суть разгадки в том, что врата открываются от себя во внешнее пространство. То есть энергетику нужно проецировать от себя на высоту Сиона. Тогда в соборе начнет действовать Святой Дух. В прошлом году мы еще не разобрались с этим и сидели пока еще под перевернутой энергетикой лучезарной дельты. Именно на эту ошибку и указывает нам дядюшка Ротшильд. Сначала колонна нетерпеливо топчется на одном месте. Здесь показано, как энергия пробуждения начинает свое шествие от Земли. Земля — это и низ, и народ. Возрождение церкви начинается с низа социальной системы. Данная ситуация описана в 12 главе Откровения. «И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Река – это матрица нового мирового порядка, система первого зверя, выходящего из воды. Дракон пытался уничтожить церковь таким вот образом, и ему это почти удалось. Однако из земли восстали неизвестные миру сему и начали восстанавливать попранное. И теперь мы будем помогать жене, то есть церкви. Проглотить реку – это значит познать премудрость масонского мироустройства, вместить ее в свой ум. Сделать то, чем мы, собственно, занимаемся в нашем соборе. И тем самым мы сможем победить число и начертание зверя. Далее мы видим, как группа срывается с места и бежит в конец платформы. И как бы подбирает что-то похожее на канат. Это образ сведения концов с концами. Богословие раздербанено в клочья. И здесь показана наша исследовательская деятельность, в ходе которой мы восстанавливаем полноту христианского учения. Связываем воедино все разрозненные части в единую духовную логическую последовательность, которая и есть логос. Танец на платформе – это образ собирания херувимской песни. Структура херувима соединяет землю с небом. Херувим – это канал, по которому движется свято-троический свет. Вертикальное движение – это образ восхождения на небо. Движение в плоскости горизонтали или кувырки по платформе – это образ собирания энергетики Земли. Херувимская песня – это поток молитвы, поднимающийся от земной церкви к Сиону. Мы проецируем соборную энергию на высоту Господней горы, и здесь она сходится в точку явления Христа. Две скрещенные на уровне лба руки – это как бы верхние крылья Херувима. Это крест звездицы, которую священник несет
у головы при великом входе. В определенный момент группа принимает ромбовидно-треугольное построение. Это также образ херувимской структуры. Когда православным исследователям канат свято-троической энергии удастся связать, как положено, группа замирает в вертикальном положении, словно была дана команда «Премудрость простия». Многоголосый хор тянет ноту, создавая атмосферу духовного мира. Группу православных исследователей можно похвалить. Молодцы ребята, им удалось собрать херувимскую песню правильно. Далее энергетика пробуждающейся святости из внутрисоборного пространства платформы выплескивается на внешнюю землю. И мы видим, как человечество шестого дня начинает выходить из состояния тупых зомби. Идет большая толпа, и все они повторяют движение танцоров с платформы. Началась проповедь Евангелия Царствия. Народ начинает выходить из-под многовекового морока. Путь в небесное царство вновь открыт. Тонны многовековой породы лжи переработаны. Все ребусы распутаны. И следующей сценой мы видим въезжающую платформу, целиком заполненную стоящими людьми. Впереди ее движет рабочий в красной каске, позади в белый. Красный – это цвет земли, белый – цвет целого. Это образ целостного века, образ вновь открывшейся небесной новозаветной земли. На обложке мы также видим эту небесную землю. Это вновь открывшееся Христово Царство. Наступила эпоха великого духовного прозрения. И мы видим по стенам ангара огромные глаза. Трибуны окрашены синим, цветом духовной небесной энергетики. Это образ духовного прозрения. Все статисты стоят прямо, продолжает петь хор, создавая атмосферу духовного мира. Движение отсутствует. Перед нами мир святых, находящийся в состоянии вечного покоя. Каски красных, синих, оранжевых, желтых и белых цветов. Все строго в соответствии с православной иконографией, в точности как перья на крыльях ангелов. Красный – это цвет новозаветной земли, синий – новозаветного неба, оранжевый – цвет шестого дня, желтый – седьмого. Также этот цвет благодати и мессианского царства. Белый – цвет целостного века. После духовного пробуждения начинаются принципиально новые исторические процессы. Просыпается великая жажда веры и стремление к познанию сокровенных тайн. Народ прикасается к настоящей духовной жизни и начинает активно карабкаться в небо.